Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Да, кстати, хорошая штука, нормально работает. Те, кто еще не задумывался об этом, ребята, не думайте, не надо, нафиг надо. Подождите, из носа, из ушей, вот косички, когда начнут расти, сможете любимую так пощекотать, там, или как у викингов такие с бантиками тут завязывать. Ну а если кто, то вот такие штуки все-таки тоже есть, и ими пользоваться очень удобно. Правда, вот в носу вот такая штука, она как-то, знаете, ну вот на мой взгляд, вот это, она гораздо интереснее. Здесь совсем маленечко по-другому сделано. Если в ушах она проигрывает, то в носу вот это, на мой взгляд, гораздо прикольней. Сколько, где, что, как, ребят, ну вот с Алиэкспресс там за какие-то 10-15 баксов, один в 35 в одном там или 24 в одном, что-то вот такое. 10 триммер там и губозаворачиватель, и ухопротиратель, и очковтиратель, и носовыстригатель. Тут, короче, чего только нету. Загуглите, посмотрите. В принципе-то недорого. Ну а себя любимого кое-как там все-таки сможете причесать там или еще что. Так что вот как-то так. Ну а сейчас бритье, а бритье-то не совсем простое, наполовину китайское. Сегодня яки будут доминировать и в станках, и в помазках. Что именно, вы на крупный план. Я начинаю, ну и все, и бреемся. Догоняйте. Сегодня будем бриться яками. На мой взгляд, это всего лишь несколько такой рестайлинг, наверное, обновление внешнего вида. Вот посмотрите, что у нас было в самых первых станках от Яки, что мы видим сейчас. Та же самая ручка, та же самая голова, та же самая насечка, другой цвет. Ручка практически та же самая, форма соблюдается, насечка несколько видоизменена и другой цвет. Ну и этот станок. Такой ручки я раньше у них не видел, но чуть-чуть другая ручка. По-прежнему неплохая насечка, накатка вернее. Ну и цвет, конечно, отличается от этого. Но что бы это ни было, в любом случае для меня это остается, это свое видение китайской компании Яки 89 головы. Это не точная копия 89, они тут маленечко ее все-таки чуточку изменили. Ну и копия, по-моему, американского станка 30-х годов, Феникс или что-то вот типа такого, открытая голова, посмотрите какой. Он у нас на канале уже тоже был, но здесь к нему приделали другую ручку, и вот таким макаром компания обновила свой модельный ряд. Наряду с этим хочу не отметить честность компании. Они меня заранее предупредили, сказали: Вадим, золотые будут, золотые не показывай. И вот смотрите, ко мне они пришли действительно золотые, и на крышке чуть-чуть некоторые цвета побежалости у них шли, но со временем, вот сейчас смотрите, они сколько, недельку в коробке полежали, вот на что они стали похожи. Другие бы не стали ничего говорить, а эти сказали. Они сказали: не показывай, мы сейчас будем работать над подкрытием и сделаем нормальное золотое. То есть вот люди знали, что они брак сделали, и заранее предупредили. Почему они попросили не показывать, а я показываю? Ребят, я считаю это важным моментом. То есть компания думает о своей продукции и как бы болеет за это дело. Вот именно поэтому я и показал. Со своей колокольни я бы, например, сильно не переживал. Ну да, не золотой, но как-то маленечко, смотрите, даже пикантно так смотрится. Опять же, индивидуальность, ни у кого второго такого точно не будет, потому что вот у Васи Пупкина он так вот, допустим, побежал, а у Попы Васькина он вот так побежал. То есть тоже такое прикольное. Но это все имховое, как вы понимаете. Бриться сегодня будем, наверное, все же, пожалуй, видением 89-й головы от компании. Ну, тут этот симпатичный, этот симпатичный. Ну, давайте, наверное, вот этим вот и побреемся. Здесь я взял Super Max Platinum. Супер Platinum. У нас его давненько не было, если оно вообще было. Как оно поведет себя на 89-й голове, я не знаю. Но вот сейчас мы это дело и попробуем. Для начала сам станок. Все станки, которые есть у компании, они пляшут вокруг какого-то одного центра. Если по весу, это примерно где-то в районе 90 грамм, какие-то будут 85, какие-то 95, но в любом случае это вот в районе 90 они все и пляшут. Да, они все трехсоставные, есть открытые, есть и закрытые. Про открытые я вам только что говорил, я вам его показывал. И по цене это варьируется от 1000 до 1500. Чем руководствуется компания, назначая ценники, я не знаю. Ну вот в любом случае вот такой разброс, где-то 1050, 1100, 1300, 1450, вот в этих вот пределах.
Ну, давайте уже наконец лезвие поставим, посмотрим, как там вылет, то все. Вот так упаковано лезвие. Надписи Super Max, Super Platinum. Я его подробно не показываю, потому что, в принципе-то, он уже был на обзоре, и он ничем не отличается от тех яков, которые к нам приходили первоначально. Та же легкая раздолбанность при закрутке, но после того, как вы подожмете, вам нужно будет прокрутить еще, ну, наверное, где-то градусов 25-30, и все станет на место. Здесь уже никакой расхлябанности нет. Верхняя крышка, вернее, сама голова полностью лезвие не скрывает. Смотрите, вот чуть-чуть все-таки выход есть. Вверху на крышке логотип компании Дик Яки. Вылет лезвия равномерный. Мыло сегодня будет Соопали, запахом которого я так восторгался, черной смородины при распаковке, когда открывал посылку от дяди Федора. Это мыло делает парень в Беларуси под именем Александр. Делает его не первый день, достаточно уже давно. Made by Алекс Листопад. Александр Листопад. Вот, кому интересно, подробно смотрите состав этого мыла. Трин-трин. Упаковка стандартная. Баночки нами с вами уже видены, они разных цветов, но вот как-то вот часто они такие попадают. Тут ничего необычного. Мыло твердое, я бы сказал, но не такое, что прямо каменюка. Если будете давить, то все-таки продавите. А запах лучше, ребята, не нюхать. Потому что вот хочется эту банку на нос надеть, так вот с этой банкой ходить, вот так вкусно пахнет. За мыло Соопали я слышал не вчера и не сегодня, и не год назад, давно уже слышал. И даже как-то к Александру обращался, наверное, пару-тройку лет назад, с призывом: Саня, присылай, покажу. Саня не ответил. Ну вот видите, вот что должно уже не случиться, оно случается. И сейчас это мыло ко мне попало через дядю Федора. Ну вот и посмотрим, как оно бреет. Помазок сегодня тоже будет яковский. У нас сегодня такая яковская серия. На ручке у него написано 24, здесь у него диаметр 26 мм. Он практически сбалансирован. При длине ручки 65 мм, высота узла у него 55, чтобы давать такую хорошую нормальную остойчивость для самого узла. Знать бы еще, насколько он в ручку утоплен, это можно было бы еще так интереснее вам рассказать, но, к сожалению, я вам этого сказать не могу. Ручка пластиковая, окончание прозрачное. Смотрится, конечно, уже так достаточно уютно, по-домашнему. Прям и форма такая хорошая. Он уже был на обзоре. Барсучок, Silver Tip. Вот что-то я его сегодня захотел. Не синтетику, а вот именно вот барсучок. Набивка приятная, набивка хорошая. В работе нравится. Тот шарик, который я люблю, он создает. Вот сегодня с ним и помахаем. Как раньше говорил, так и сейчас могу сказать, что помазки фирмы Яки, ну, золотая середина. Скажем так, человек хочет что-то хорошее попробовать, а супер-пупер средством там 40, 50, 60, 70, 80, 100 баксов у него нету. Вот, пожалуйста, иди, бери. Хорошая штука. Ну а заполируем мы все это дело сегодня, ребята, автошейвом Denim Original Aftershave Lotion, который у нас появился на канале благодаря Дмитрию Дроздову, Санкт-Петербург, из последней распаковки. Я уже его попробовал, от своих слов не отказываюсь. Лосьон мне нравится, запах бомбезный. И любимое уже сказала свое веское слово, о котором я вам скажу чуточку позже. Ну вот так вот все это упаковано. Ну и что? Ну и все. Пошли бриться. Каждый раз, когда мне кто-то из парней пишет: Иванов, ну блин, совесть имей, давай хотя бы в полчаса укладывайся. Я душой это понимаю. Да, надо, ребята. А вот как? Что, нюхать быстрее или что? Как вот? Все, погнали. Ну, что-то... Ну, постараюсь. Ничего не знаю как, но постараюсь. Так, мыло. Соопали. Ребята, если коротко, годнота. Годнота, парень гремит уже не первый год. И, в принципе, все, кто пробовал его мыло, ну, недовольных я не помню. Еще в бытность мою, когда мы с Голубым форумом более-менее нормально дружили, там уже тогда про него что-то там говорили. Ну, правда, он там не прижился, потому что, ну, априори, понимаете, кто-то что-то делает, и
синий форум, это несовместимо. Поэтому он как-то то ли в ВК ушел, то ли еще в какие-то сети, то ли еще. Вот это вот я не отслеживал. Но Сао-Пали, это я хорошо помню, и время от времени оно везде выскакивало. Куда вот ты, если буришься в какую-то бритвенную тему, там, время от времени пум-пум-пум-пум, да, выскочит. Это говорит о чем? Это не пустышка, это не бабочка-однодневка, это не что-то такое, что вот раз вот посидел там в зубах поиграл, дай-ка я вот бам, вот, ну что там как, ну их. Нет, человек знает, что он делает, человек умеет, что он делает. И самое главное, то, что он делает, нравится людям. Ну, я пробую в первый раз, так что вот сейчас вот и посмотрим, что там нравится. Так, убираем. Кстати, вот стилист неплохо поработал. Если он сам это от балды сделал, красавчик, молодец. Мне нравится. Скромно, со вкусом, элегантно, без всяких вот этих вот там уси-пуси, вот все, молодец. Так, по поводу шеи. Маленько она чуть-чуть красная, я не знаю почему. Даже в тот день, когда вот с опаской пластались, Иванов ожог схватил. Ну, ребята, в тот же день я записал кулинарное видео о специях Georgian Spice. Посмотрите там на шею. Еще до бритья она была красивая. Так что опаска только усугубила. И да, жесткие они, конечно же, тоже есть. Это уже глупо отрицать, потому что, ну, это факт. Какие жесткие, какие мягкие, это скоро совсем я смогу через себя все пропустить, потому что вот все, что было с моей точки зрения, там что-то не так заточено, все разослал, ничего себе не оставил, вообще вот практически. Часть выручает Новосибирск, часть выручает Бийск. И вот сейчас вот, когда это все с поворотом, с возвратом-то начнет поступать, и мы с вами начнем бриться, и вот тогда, блин, ну тогда посмотрим. Тогда я точно могу сказать, да, классная, да, красивая, но Подолян был прав, вот потому что. Но это только после того, когда сам попробую. Ну, кстати, за Новосибирск сказал, за Бийск сказал, ребята, кому вот еще вот, оказывается, в Омске нашли заточника. Хороший, плохой, пока не знаю, сейчас вот это в разработке, но как только станет известно, так что вот, оказывается, есть у нас люди с прямыми руками и в Сибири тоже, так что вот имейте в виду, берите, точите и брейтесь на здоровье, чтобы вам удовольствие доставляло. По поводу удовольствия, это отдельная тема, я, наверное, все-таки вынесу это в другой видос, в другое видео, потому что сегодня с одним человеком пообщался с Челябинска. Очень грамотный товарищ, очень много он мне интересного рассказал. И вот, что называется, с языка снимал. И вот лучше потом, короче, не буду забегать. Все, бреемся. Это я все к тому, что распаривать ничего не буду. Просто намочу. Начинается, блин, вот не забрызгать. Попробую без распаривания. Может быть, она у меня действительно такая. Я ее все парю, а ей это нафиг не надо. Так. Ох, как мыло. Водичку-то любит. Я вот туда сколько влил, оно буквально всосало в засос так. И все, и вот тут децл какой-то остался. Александр красавчик. Смородина, без всякого привкуса. Даже намека, даже налета химозы. Вкусная. Это, знаете, не варенье, не сироп. Это какое-то великолепное желе смородиновое. Вот так я его воспринимаю. Даже без косточек. Потом в зубах даже ковыряться не придет. И все, и выпил. Так, ну пока у нас пришейф работает, давайте уже, наверное, помазок загрузим. Для этого я замоченный якушку возьму вот так вот, как за вымя, вот так вот раз, и все, воду все уберу. А теперь вот что есть, то и есть, и давайте, наверное, наберем. Тем более там уже Сао-Пали маленечко смородина у нас размякла чуть-чуть. И сейчас мы вот эту вот мякишку-то сверху и снимем. Загрузим помазок, саму пену будем наводить на лице, без всякой чаши. Руки мокрые, но помазок держит нормально. Хорошо, вполне себе удовлетворительно, нравится. Форма ручки по кайфу, прикольная. Как держать, так и поддавливать, так и вращать. Вообще хорошо. Эргономически выверенные, пальцы не напрягаются. Тын-тын-тын. Ну сколько? Ну вот столько, все, хватит уже, вот смотрите. Так, ты что у нас? Ить!
Ну, тяжелый, 100 грамм, что вы хотите. Но все-таки подзалипал, видели, да? Так, набрали. Пошли бриться. Раз попробовал я эту фигню, в рам вроде бы она зашла. Ну, в смысле, вот крупный план, вот это вот, то все. Ну, давайте сейчас попробуем. Может, еще раз пролезет. Чуть-чуть на помазок взял водички. Ну и сразу в карьер. С места в карьер, да, или как там. Ну, короче, быстро сразу. Раз, вот и все. И вот что. Был маленько пришеев. Плюс на помазке, плюс я водички добавил, благодатная почва. Ну вот эти вот ребята с запада, что Александр, что Елена, вот как они так умеют? Вот что, они в одну школу ходили, что ли? Вот смотрите, ну красиво же. Посмотрим, что будет дальше, но пока нравится. Запах уже не такой массированно бомбический, но явственно ощущается. Ну, скажем так, вот если в пополаме его взять от основного, вот такой сейчас примерно запах на лице, и это уже запах смородинового морса, такого, знаете, ярко-ярко такого фиолетового, ну не химозного, а вот просто светлого, вот просто так вот хочется его пить, как вот там кубики льда болтаются, и ты все это и никому не дам, все мое, мое, мое. Вот такое что-то вот есть, знаете. Так, ну ладно, с Богом, поехали. Новая покраска на станках не сказалась в отрицательную сторону, ну и в лучшую не добавилась. То есть как вот ухвастистость как было, так и осталось. Ну да, понимаю этих ребят, которые говорят, что вот он там чуть-чуть агрессивный, излишне. Ребята, ну как бы это ж копия 89-й. Это ж не копия 34-й головы. Не торопыжничайте. Думайте, что делаете. Выставляйте руку и ведите. Вдумчиво подбирайте лезвие. Если вы поставили одно лезвие, у вас там закусывает, затупливает, еще что-то, ну, значит, явно мягкое. Постарайтесь какое-то другое взять. Но если это уже бэушное, может быть, там превысили уже предел своих полномочий. Так, водички еще чуть-чуть. Сейчас чувствую, с водой переборщил. Но это один из недостатков, когда ты вот с водой переборщил, но вот иди на морде лица это выработай. То есть чаша это легче контролируется, на лице сложнее. Но я сейчас во главу угла ставлю не красоту, на конкурсе чья пена лучше, а, собственно, мне просто в шашечке, мне побриться. Ну а для побриться, смотрите, нанес-то нормально. В одних из комментариев прочел под одним из видео, что Вадим, там категорически запрещено давить только как кистью, и даже сами производители об этом говорят. Ну, может быть, что же, может быть, говорят, я не знаю. Я, правда, не слышал, чтобы они это говорили, но даже если они говорят, ну, хочу я иногда массажа, ну, что я с собой могу поделать? А как ты вот так, если ты кисточкой будешь мазать, как ты себе массаж устроишь?
Ну это что по звезде ладошка, ну и что, и куда. Поэтому и прям в раскоряку. Ну, опять же, нужно понимать, что ты делаешь. Если ты жмешь дурнина, если ты здесь надавил, у тебя там пломбы выскочили, ну это как бы да, это одно. Но если ты все с умом делаешь, то ты и удовольствие получишь, и помазок у тебя жить останется. Нет ни одного, который бы я в раскоряку не пускал. Ну вот, пока живые еще. Ну, надо думать, как делать. Вот мне кажется, что это напрасный запрет. Урмас, по-твоему сейчас делал, понял, да? Вот так вот, видел, да, видел, вот здесь вот. Вот, только не вот так задирал, а вот так. Ну что, работает, нормально. Ух, я уже наелся этой смородины. Ну, это я чувствовал, когда цепанул. Сам маленько поторопился. Так, воды добавлять чуть-чуть, маленечко, так совсем децл. Вот моя раскоряка, вот видишь, да? Вот. То есть есть принцип необходимой достаточности, разумной достаточности. То есть для того, чтобы забить гвоздь, ты не берешь, допустим, там кувалду размером 25 килограмм и не опускаешь на этот гвоздь. Ты знаешь, что ты можешь взять молоток и ударить один раз. Но если непривычно, то два раза. И ты ударяешь соответствующе. И здесь точно так же, если раскоряку, то вот так вот. Отпусти меня. У тебя же нет такого, правильно? Ты же вот по-человечески как-то вот создаешь тот объем, который тебе вот это и все. И мне кажется, это нормально. Господи, кровище-то как порося недорезанного. Здесь вот чуть-чуть.
Ну вот и все, побрился. Все, все. Ну что, поласкиваемся, автошейв. Так, пока не ушли, вот, ребят, смотрите. Вот, то есть, вот сколько мы набрали, вот столько еще на помазке есть. То есть, ну, вполне себе еще, может, на проход, может, даже на 2 хватило бы. Ну, все, на полоскание. Что? Ты порезался? Ты истекаешь кровью. Андрабена, камень Мюлля. Спрашивайте во всех сетях, во всех салонах сети «Опасная бритва РФ». Парни, не знаю, как вы, вот эти суки дошли до того, что они рекламу по всем каналам показывают в одно и то же время. Вот, допустим, ты смотришь какой-то канал, да, и, ну, хлоп реклама. Думаешь, ну я сейчас на другой переключу, там может что-то толковое есть, ну а здесь хоть эта фигня пройдет пока, ага, куда там, сейчас добром. Переключаешь, а там практически то же самое показывают в одно и то же время. Это какими уродами-извергами надо быть, чтобы вот так все организовать. Ну вы сделайте хоть разнобой. Да нет. Ну мы с Лариской все равно приловчились. Мы берем, вот пока реклама идет, мы звук вот так вот вырубаем. Ну и он там что-то щебечет там про прокладки, про лекарства там, ну и про всякую эту фигню. Ну вот как-то так. Но это я постебался, если кто вдруг не понял, то что продался, рекламирует. Да, ребята, да, продался, рекламирую. Так, ну а если серьезно? Ну была мысль камешком попользоваться. Да что-то вот вроде это, уже нужда-то и пропала, холодный компресс он все решил. Это во-первых. Во-вторых, у нас сейчас будет деним, а он алкогольный. Так что я думаю, что, наверное, все-таки без волшебного камешка Андрабена Мюлля обойдемся. Там сбился с «Опасной бритвой РФ», ребята, извините, нет. Суфлера нет, а текст не отрепетировал, как-то так вот. Ну что, автошейв. Ох, как ты, ёшка! Ой, мое родное, как хорошо. Драчевое, вообще такое тепло по лицу разливается, аж голос сил болит. Ребята, вещь. К сожалению, вещь этого не ворота. Потому что я от этого запаха фанатею. Мне это нравится. Это, знаете, во-первых, он мужской. Во-вторых, он такой energy, что-то спортивное такое, знаете, как мускулистое, упругое, движущееся, как пружина. Вот такое что-то, знаете, вот пышущее вот здоровьем, энергией. Это гантели, это скакалки, это через коня там. Вот что-то вот такое. Любимая понюхала, говорит, ну и что это такое? Я говорю, ну как, смотри, вот. Говорит, фи. Я говорю, что значит фи? Старперки? Ну нет. Я говорю, а какой? Ну, говорит, уровня парфюма лидер. Я говорю, так, постой, а какие там эти самые парфюмы лидер? Ну ты меня понял. И все, и пошла. Ну вот такие ребята блондинки, так что вот. Ну я так сам для себя перевел, что, скажем так, ну, она в масс-медиа его записала. Возможно, она права. Но это не отменяет того, что мне запах все-таки нравится. Я не хочу сказать, что он у меня остался бы на постоянку. Нет, я хочу сказать, что время от времени я бы с удовольствием им пользовался, и мне это было бы реально по кайфу. Мне совершенно по барабану, кто там чего себе думает. Но вот если бы, допустим, вот я вот время от времени ощущал бы вот этот запах, мне реально было бы по кайфу. Здесь что-то и от древесности есть. Здесь что-то и от пряности есть. Но не мускусно такой, знаете, тревожащий, а такой, знаете, как легкий налет. О, господи, даже слюноотделение прям, ужас. Приятный запах, приятный, какой-то родной. И почему-то он у меня утягивает в 80-е. Хотя я не помню, что в 80-х у нас было нечто такое. То есть, ну, стопудово не было. Ну, «Красная заря», да, была. Но это не то, совсем не то. Короче, ну вот и пленки нифига нету. Ну вот и камень не понадобился, что я говорил. Ребят, я не знаю, сколько он стоит. Сейчас вот нагуглил уже, наверное, цена сколько где-то там какая-то болтается. Ну, мне кажется, что вот если недорого, если где-то до 3-4 сотен, вполне себе вариант. Если дороже, ну думайте, потому что на самом деле Лариска права, конечно, это не вырви глаз. Это не скажет, ой, бля, какой у тебя дорогой, хороший парфюм. Нет. Это, ну... Вам не обязательно смотреть на машину.
Вам достаточно услышать, как работает ее двигатель. И вы уже примерно будете понимать, о какой машине идет речь. Или это что-то такое, или это где взял, а что-то... вот, ну, это ж слышно. Ну вот здесь примерно то же самое. То есть хорошая штука, ну явно, что недорогая, но хорошая, как-то так. Станок. Да уже сколько говорено, переговорено про него. Да, это тот же самый Яки. Маленько перекрасили фасад, маленечко сделали то, все, пятое, десятое. Вот так вот и получилось. То, что он мне сегодня вот это вот хохотальник разнес, я думаю, что это благодаря моему удачному выбору лезвия. То есть вот Супермакс, конечно, он тут мне явно не зашел. Он здесь устроил примерно то же самое, что на 89-й Мюрле мне устраивала зеленая это. Кто у нас там зеленый? Там, блин, мужики. Астра. Астра у нас сегодня зеленый. Вот, зеленая Астра. Вот она мне то же самое устроила. Это не приговор. Это не констатация. Это не вот так вот, что все это... Ну, просто куча людей, которым зеленая Астра заходит реально на 89-й голове. Много. Но вот в моем случае это не так. Единственное, она мне заходит везде, на всех станках. Единственный станок, на котором она не заходит, это 89-я голова. Так что зеленую Астру, если что, я люблю, ребята, это хорошая штука. Ну и вес в районе 90 грамм. 83, 85, 87, 93, 95. Ну, это лишний раз говорит нам о хваленном китайском подходе. То есть они вариации везде допускают. Но в то же самое время и цена 1100, 1200, 1300, 1500 для станков начального уровня, ну, вполне себе подходящая. То есть в качестве первого станка, да, вполне себе можно рекомендовать. Не самый дешевый по нынешним временам, потому что если так вот по просторам России пробежаться, то в диапазоне от 40 до 800 рублей вы можете себе еще вполне себе кое-что присмотреть. Но как вариант, почему нет? Почему нет? Помазок. Хороший рабочий лошадь, в смысле барсук. Пришел, отработал, ушел. Вот я его сполоснул, он пушистик опять включил, все нормально, все хорошо. Рекомендую. За 2000 рублей, а что нет-то? Вполне себе годная, хорошая штука. Или сколько он там стоит? Ну, не дороже, что-то типа этого. Так, добрались до Соу-Пали. Александр молодец. Молодец. Еду, не свищу, как наеду. Не спущу. Ну вот. Не орет, не бегает, не бьет себя пяткой в грудь. Просто спокойно делает свою работу. И делает ее хорошо. Вот как Алена. Молодец, молодец. Просто хорошее мыло. Запах, который был поначалу просто великолепен, которым я восторгался, к концу бритья уже маленечко утомлять стал. Но это все говорит о том, что, ребята, если вот вы вдруг любите какой-то запах, то не жалейте его брать, именно его и берите. Но будьте внимательны, потому что он может быть чересчур даже вам так, ну, концентрированным. То есть вот к концу бритья я бы его даже пополами бы вот так вот еще маленечко убрал. Не то чтобы он, знаете, как-то так, знаете, вот как-то фу-фу-фу. Нет, он уже, короче, к нему привык настолько, что уже практически перестал его замечать. А вот сейчас это из банки, но заснул, опять нравится, опять хорошо. То есть вот так запахом. По мыльно-пузырным, по свойствам бритвенным. Экономичный до чертиков. 15-20 движений вашим помазком внутри банки позволит вам не только побриться, но еще и, блин, ну еще что, ну еще руки помыть, наверное. Ну это 100%. То есть, ну как бы его хватает вполне себе. Пенообразование понравилось, структура перы, да, вполне. Плотность, ну и прочее. Но это вы сами регулируете. Там водичка, сбивание, то есть все. Скольжение, да хорошее скольжение. То есть вот эффекта резины здесь даже рядом нигде не стояло. По скольжению не успел как-то сам для себя отметить, повода не было. Ну, в смысле, из башки выскочило. Но я думаю, с этим здесь все в порядке, хотя точно на 100% сказать не могу. Не знаю, сколько оно стоит. Вот это вот не знаю. Но я не думаю, что дорого. Я думаю, что Александр за годы производства этого мыла уже выработал какой-то ценник, и я думаю, что этот ценник вполне себе оправдан. Если бы это было не так, это мыло не было бы у многих на слуху, и люди бы о нем так вот массированно не говорили. А так оно у многих на слуху, и многие его знают. Хочу поздравить Александра с хорошим мылом. Ну, что, ну все. Дядя Федор, спасибо тебе огромное, что дал возможность самому попробовать ребятам показать.
Так, а что мы сегодня еще не обсосали, в смысле не обсудили? Ну, камешек Мюлле. Ну, камешек, ну, квасцы, ребята, квасцы. Время от времени многие из вас, ну, не многие, некоторые. А что это такое? Ребят, квасцы, квасцы. Конкретно этот камень с ценой, по-моему, сколько там, или 1500, или 2000 рублей. Ну, вот сейчас вот цена где-то вот выскочила. На мой взгляд, завышен ценник. Ну, реально завышен. Я думаю, что вот именно этот камень с такой ценой предназначен от белых воротничков и выше. То есть те люди, которые живут, скажем так, не в том мире, в котором живем мы, несколько другом. Для них цена вопроса не имеет значения, для них имеет значение эта фирма, это внешний вид, ну и качество, конечно. Ну, качество, я не думаю, что он сильно отличается от всего того, что в принципе обитает вокруг. Ну да, точеный, это не плавленый, точеный, цельный камень, это несомненный плюс. Ну так кроме него есть еще цельные камни. То есть, ну я думаю, все-таки это для той категории, которые, знаете, ну, с деньгами у них все в порядке. Вот если, допустим, я захочу точеный, ну вот за эти деньги я смог бы взять, ну, от 2 до 3 камней. Вот так вот я думаю. Это не говоря о плавленных 40 камнях. А вот если еще плавленных, ребята, там 100, 150 рублей, 200 рублей, он плавленый у меня до сих пор еще болтается. И что? Годы прошли. Ну вот если хотите, в следующем обзоре я его крупно покажу. Так у него, знаете, вот он слабый на передок и на задок. То есть вот здесь вот у него по торцам, там где влага попадала и где вот его там сплавливало, у него, знаете, как 2 таких пещерки. Но он все равно еще живой, все равно еще работает, и все у него в порядке. И если скажешь фас, он придет и спокойно все сделает, и все будет нормально. То есть это еще одно разнообразие в мире бритья, на которое нам с вами нужно обращать внимание, и всего этого многообразия выдергивать, тянуть к себе то, что нам больше нравится. Вот, пожалуй, что и все. Ну а Супермакс, что-то как-то, ребят, есть кому это нравится вообще? Если есть, отзовитесь, в чем вы ими бреетесь? Мне оно сейчас какой-то, знаете, вот злюкой показалось. Если, допустим, вот сейчас вот взять эту ситуацию, переиграть заново, так блум, на 40 минут назад вернуться, и я бы, блин, да я бы, да РПЛ бы поставил, да персона бы, да жилета бы даже воткнул бы, и не жалел бы, бы. Ну вот как-то так. То есть вот сейчас как-то они мне так, знаете, кусь, что-то вот такое вот было. Ну все, пошел рендерить, чтобы сегодня поскорее выложить. Добра вам, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. И не торопитесь здесь с такими с грустными суждениями. Очень часто может быть случиться так, что вы кого-то напрасно заденете, обидите, расстроите, подарите плохой день, плохой час, плохую минуту, секунду плохую. А оно вам надо. Лучше не торопитесь, взвесьте все. А потом уже, ну как решите, так оно и будет. Ну все, пока, до новых встреч. С вами был я, Вадим. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.